Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Тортомания. В этом выпуске у нас цветы из сахарной рисовой мастики. Будем делать веточку душистого горошка. Душистый горошек состоит из 3 лепестков и сердцевинки. Сердцевинка у нас называется лодка, большой лепесток парус и 2 боковых лепестка называются весла. Для изготовления своих цветов я использую сахарную рисовую мастику. Это мой авторский рецепт. Для тех, кто хочет приобрести видеоурок с рецептом, вся нужная информация есть в описании под видео. Для душистого горошка есть специальные вырубки, но я буду использовать обычные вырубки для лепестков. Сначала сделаем сердцевину для цветка, лодку. Для этого нам нужна мастика, окрашенная в светло-салатовый цвет. Отщипываем по маленькому кусочку и скатываем вот такие маленькие шарики. Берем проволочку номер либо 26, либо 28. Одну проволоку я оставляю целой, она будет как основа, а остальные можно разрезать на отрезки разной длины. Делаем на каждом отрезке маленькую петельку. Шарики расплющиваем пальцами, делаем вот такую лепешечку. Теперь вставляем проволочку с петелькой по центру лепешки и делаем загиб. Формируем вот такую заготовочку. Можно перед этим смазать клеем, но у меня мастика хорошо держится на проволочке без клея, поэтому я формирую в сухую. Прижимаем хорошенько пальцами, чтобы заготовка хорошо держалась на проволочке. Теперь наши заготовки оставляем до полного высыхания. Теперь делаем сердцевину. Я уже говорила, что сердцевина называется лодка. Берем небольшое количество белой неокрашенной мастики и раскатываем до полупрозрачности. Берем самую маленькую вырубку 1А и вырезаем нужное количество лепестков. После этого дополнительно раскатываем. Утончаем от середины и края лепестка, а основание лепестка у нас остается более плотной. Смазываем заготовку клеем со всех сторон и прикладываем лепесток. Сначала аккуратно фиксируем у основания. Лодку для душистого горошка можно делать по-разному. Я покажу 2 варианта. Лодки мы будем делать не из цельного куска мастики, а они у нас будут полупрозрачными и объемными. Загибаем края лепестка к центру и зажимаем кончик лепестка. Не забываем, что лодка у нас объемная, поэтому верхнюю часть оставим свободной, не склеиваем, а зажимаем только кончики лепестка, края лепестков. Вот у нас получается такая лодочка. И сейчас покажу еще один способ, более объемную и лодку большего размера. Вот для сравнения посмотрите, чем они отличаются. Это немного больше, более воздушное, и это как бы попроще, но меньше по размеру. Все, также отправляем на сушку, оставляем сушиться до полного высыхания. После этого можем затонировать. Сам кончик лодки тонируем яично-желтым цветом, а у основания используем светло-салатовый. Если у вас душистый горошек будет розового цвета, то можно еще сделать 1-2 мазка нежно-розового. Розовый цвет практически незаметен, но он дает свой эффект. Посмотрите, я вам показываю 2 варианта. Все зависит, какого цвета у вас будет душистый горошек. Можно делать лодку более светлой, а можно делать более ярче. Теперь переходим к 2 лепесткам, которые называются веслом. Раскатываем тонко мастику до полупрозрачности.
Берем вырубку номер 2 и вырезаем лепестки. Я вырезаю сразу 4 штуки для 2 цветов. Обрезаем с одной стороны бок каждого лепестка, скашиваем лепестки в зеркальном отображении. Теперь дополнительно раскатываем, утончаем края. При раскатке лепесток может немножко деформироваться, поэтому мы его исправляем ножницами, обрезаем неровности. Боковые лепестки, то есть весла, с одной стороны более прямые, а с другой стороны более круглые. Перекладываем лепестки на мягкий мат и с помощью инструмента большой шар делаем большие красивые волны. Центральный лепесток парус мы будем делать на проволочке. Берем проволоку номер 28, одеваем на проволоку жгутик из мастики и, прижимая пальцами, хорошо фиксируем на проволоке. Проволоку вставляем в углубление на доске. Для паруса берем самую большую вырубку 2А. Раскатываем небольшое количество мастики до полупрозрачности и приставляем сверху на проволоку. Теперь еще раз хорошенько раскатываем, берем вырубку и вырезаем лепесток. Кладем лепесток на проволочке на то же место и еще дополнительно раскатываем. Там, где у нас находится проволока, здесь должно быть небольшое уплотнение. Раскатываем от центра, от проволоки вправо, влево и вперед. Обратите внимание, что больше раскатываем в стороны, делаем такой как бы большой лопух и немножко вперед. Этот лепесток должен быть широким. Перекладываем лепесток на мягкий мат и также делаем красивые большие волны. Сначала работаем большим шариком, а потом еще будем дорабатывать другим стеком. В конце еще немножко утончаем сам край в некоторых местах. Делаем такие волны, но они уже мелкие. После этого сразу переходим к тонированию. Я использовала яркий розовый цвет, называется мальва. Тонируем легкими движениями от края лепестка к центру. Здесь, в принципе, нет никакого порядка, мы просто как бы вот тонируем не полностью лепесток, а местами. Но в то же время нам при таком тонировании у нас создается ободочек на конце лепестка. Тонируем лепестки с двух сторон. Сам парус затонируем немного нежнее, то есть он будет светлее. И по центру лепестка мы дадим немножко салатового. Этот лепесток тонируем также с двух сторон. Посмотрите крупным планом, как это выглядит. После этого ставим лепестки на сушку. Душистый горошек белого цвета делаем точно так же, но тонируем уже по-другому. Для тонирования используем светло-желтый лимонный цвет. Процесс тонирования такой же, как в розовом варианте. Для белого душистого горошка мы делаем только акцент светло-желтым. Оттеняем лепесток. Теперь оставляем сушиться до полного высыхания. У каждого это занимает по-разному. Лепестки будут сохнуть приблизительно от 4 часов до 10. Все зависит от температуры в помещении и от самой мастики.
После того, как лепестки уже затвердеют, мы можем собирать цветок. Берем лодку, смазываем с двух сторон и боковые лепестки, весла, приклеиваем к лодке с двух сторон. Обратите внимание, что лепестки должны находиться друг к другу в зеркальном отображении. Вот в таком положении оставляем подсушиться на 30 минут. После этого еще раз тонируем у основания, используем светло-салатовый и крепим парус, центральный лепесток. Проволоку немного нагибаем, берем ленту тонкую 0,5 см и скручиваем. Наматываем сначала немного ниже, чем основание, ленту хорошо фиксируем и подтягиваем кверху. Парус у нас крепится по центру на стыке двух боковых лепестков. Скручиваем лентой стебель. Дополнительно хочу сказать, что моя веточка имеет в себе цветки как из 3 лепестков, так и из 2 лепестков. Теперь сделаем чашелистик для душистого горошка. Используем также мастику, окрашенную в светло-салатовый цвет. У меня нет такого маленького чашелистика, поэтому я использую вырубку от цветка. Здесь у нас 6 листочков, я один уберу и сейчас покажу, как это сделать. Делаем вот такой небольшой надрез до центра чашелистика и с другой стороны и убираем, вот один листик убираем. У душистого горошка чашелистик имеет 5 листков. Перекладываем на мягкий мат, с помощью стека делаем по центру вот такой оттиск, и заодно утончаем еще листочки. И после этого сразу немножко затонируем. Берем более темный зеленый, я использовала оливковый, и тонируем только края. С помощью клея приклеиваем к основанию цветка, фиксируем, чтобы хорошо держался чашелистик. С помощью инструмента стебель немножко нагибаем, делаем вот такие изгибы и последний раз тонируем. Делаем такой переход от проволочки к чашелистику, нежный, плавный, чтобы это выглядело как одно целое. Все, после этого можем собирать веточку. У меня душистый горошек 5 цветков, 2 белых и 3 розовых. 2 цветка имеют по 2 лепестка, то есть по боковых 2 лепестка, и 3 цветка полных из 3 лепестков. Душистый горошек очень красиво смотрится в оформлении тортов. Цветочки выглядят легкими и воздушными, прекрасно сочетаются с разными другими цветами. А также у душистого горошка широкая цветовая гамма. Ну что ж, надеюсь, что я ничего не пропустила. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. На этом с вами прощаюсь. Говорю всем до свидания, до следующего выпуска.